Вот мы достигли места стапеля на реке Неяю. Отсюда начнется наш сплав через каньон и до самой стрелки с Лисой. А дальше пойдем в горы пешком опять. Сейчас Артем варит обед. Я вот тут начну сейчас собирать наши средства сплава. Надувать наши лодочки. Лодочки у нас непростые. Вот моя лодка. Это Покрафт Иволга по прозванию Барабулька. Вес 2 килограмма 850 грамм, чистый вес лодки. Вот, позволяет ходить достаточно серьезные реки горные, в том числе и пороги. Данный Покрафт изготовлен Сергеем Коржаевым из Красноярска. Вот. Есть еще и другие производители, но из того, что есть на рынке российском, среди российских Покрафтов, это вот для экспедиционного сплава самый лучший вариант. Как я сказал, вес лодки 2,850, ну с бедренными упорами, с фартуком где-то под 3. Еще я у него приобрел надувное сиденье очень удобное. Оно что-то порядка, по-моему, около 200 с чем-то грамм весит. Вот. Ну, в таком виде. Надувается оно мешком-насосом достаточно быстро. Ну и знаменитый ноу-хау Коржаевская, это его неубиваемые клапана, сделанные из баллонов обычных. Вот это вот крышка стандартная, баллон клеенный внутрь. Внутри мембраны. Держит великолепно. В общем, я считаю, это вообще просто супер находка. Сейчас будем потихоньку надуваться. Вот у меня уже установлены бедренные упоры здесь. И сиденье надувное. Это новая его разработка. Вклеивается специальные ленты с дырками. Дырки есть и на сиденье боковые. Соответственно, оно просто пришнуровывается. Очень хорошо сидит. Я уже испытал, мне очень понравилось, потому что раньше сиденье все время герм с вещами выползало из-под задницы. Что иногда бывало не очень хорошо в пороге. Теперь все это, надеюсь, будет сидеть жестко. Поможет еще лучше пройти. Ладно, сейчас буду потихоньку надувать. Вот надувается вот таким практически невесомым мешком-насосом из силиконки, в который клееной вшита пробка от баллона. Да. Навинчивается на ту горлышко, типку клапана и наполняется. Процесс нетрудоемкий и достаточно быстрый. Что здесь важно, хочу заметить, достаточно не очень широкий мешок должен быть. Некоторые производители Покрафтов делают его слишком широким. И им пользоваться неудобно, надувать. Слишком большой. Длина вот подходящая, а ширина не должна быть слишком большой. Пользоваться неудобно. У Коржаева фактически идеальный. Одна секция уже почти надута. Да, забыл сказать, что лодка у него двухсекционная. Это, кстати, очень даже немаловажная вещь. Вот все, фактически мы сейчас одну секцию надули, почти. Дальше до конца давление добивается ртом. Но я сейчас и не буду добивать, потому что на солнце не перегрелся. Вот. Добью потом, уже ближе к потоку. Ну вот, Покрафт Барабулька собран, надут. Вот таким образом он выглядит. Значит, если кто не знает основные особенности Покрафта, могу немножко рассказать. Во-первых, значит, чем отличается Коржаевские Покрафты и их ноу-хау. Во-первых, это замечательное дно. Как видно с этого ракурса, я думаю, всем видно, что дно полностью закрывает дно баллонов, низ баллонов. Плюс идет проклейка ленты дополнительно, фактически доводя защиту дна до ватерлинии. Это, по-моему, ни один производитель Покрафта так еще не смог сделать. Это исключительно Коржаевский ноу-хау за счет самого материала дна. Это у него его технология, только он ее и делает. Казалось бы, что, как может лодка весить 3 килограмма? Где-то здесь подвох. Подвоха нет никакого, просто материал, из которого сделаны баллоны, это так называемый ТПУ сокращенно, то есть
нейлоновая основа с покрытием термополиуретаном. То есть там слоями накатывается покрытие. Вот. В отличие от ПВХ, слой ТПО значительно более прочный на стирании. Соответственно, можно значительно тоньше сделать покрытие, это самое нанесение слоя. Поэтому сама ткань при прочности, ну, почти соответствующей ПВХ хорошему, она значительно легче весит. Вот, собственно говоря, весь секрет. Придумали их на Аляске ребята, фирма Альпака. Вот. У нас вот они появились где-то в районе, наверное, 11-12 года, первые разработки Коржаевские. Я себе первый покрафт свой купил в 2013 году, это уже у меня третий. Ну тут вот можно посмотреть, увидеть упоры, это уже я сам мастерячил по типу вольноветровских, то есть широкая стропа, здесь трехщелевка. До этого в прошлом году я ставил скользящую пряжку, мне не понравилось, на воде неудобно с пару затягивать, поэтому перешел на трехщелевку. Вот это замечательное сиденье, которое пришнуровывается к ленте, сидит прочно, никуда не девается. Клапан здесь, там впереди, значит, две петли. Вот все эти 4 в комплексе позволяют натовать хорошо и крепкий рюкзак спереди. Как бы я вот хожу, сижу здесь, и у меня один большой рюкзак, надеюсь, уместится в этом году в одном рюкзаке, чтобы все спереди было. Так мне удобнее. Наверное, всем в глаза бросается такая достаточно странная форма, особенно кормы. Что это такое? На самом деле это корма, она несет несколько функций сразу. Во-первых, такой большой объем сзади кормовой защищает, предотвращает от свечек в пороге, кормовых свечек. Во-вторых, это очень удобно спинкой опираться на них. Когда гребешь, поясница всегда очень комфортно опирается. Ну и самое интересное, это вот это вот окончание, вот этот длинный хвостик. Практически он работает, еще выполняет и третью функцию, это курсовой стабилизатор. С этим хвостом лодка значительно меньше рыскает, чем обычная плюшка, хоть байдарочным веслом. А если хорошенько загрузить нос, то она вообще идет прямо. При этом достаточно маневренно, то есть если желание есть резко повернуть, она слушается, очень легкая лодка, можно даже когда-то вверх в струе будет идти для маневра. То есть отзывчивая, быстрая и легенькая. И при этом вот на курсе очень хорошо держится. Придумали их, как я уже говорил, в Канаде, на Аляске точнее, да, фирма Альпака такая. Ну я так понимаю, это просто каякеры, которым захотелось ходить в пешеводке. Пластик с собой не потаскаешь, надо было выкручиваться. Вот придумали такие замечательные лодочки. Уже много лет зарубежные сообщества покрафтные, покрафтеры эти ходят. Самые разнообразные и очень интересные маршруты. Эти покрафты открыли совершенно новый раздел пешеводного туризма, позволяющий выстраивать маршрутные связки пешеводные такой конфигурации, которая недоступна ни для катамаранов, ни для байдарок. В общем, это вот новое слово в пешеводном туризме. Рекомендую всем, кто любит пешеводки, обратить внимание на покрафты. А это лучший представитель российского покрафтостроя, Коржаевская Иволга. Я ее называю барабулькой, на носу написано. Это фактически покрафт полуторка. Все классические покрафты, они одноместные, короче, на 20 сантиметров примерно. Соответственно, там один человек помещается, и груз уже приходится вязать поверх носа, вперед, что понижает остойчивость. Центр тяжести выше, соответственно, в пороге легче кильнуться. Этот вариант более длинный. Во-первых, значит, весь груз можно спокойно вложить в нос, он не сильно будет выдаваться, не закрывать обзор, и центр тяжести будет понижен. Ну и на не очень длинные походы, если поджаться со снарягой, то можно ходить вдвоем. Опыт хождения у меня с супругой вдвоем на этом покрафте есть. 2 похода таких, ну вот. Один где-то дней на 8, другой почти 2-недельный даже. Ну, нет, поменьше, по-моему, там в прошлом году ходили. Ну, в общем, можно ужаться. Тесновато, конечно, но ужаться можно. Но в порогах надо высаживать, потому что в пороге передний седок вылетает запросто от любого вала. Вот, собственно, и все, что хотел рассказать именно про этот коржаевский покрафт. Вот, а потом следом посмотрим
Покрафт Артема, он немножко другой. Даже не немножко другой, а сильно другой. И даже это не Покрафт, а Пак-Каяк фирмы Тритон. А вот вторая лодка в нашем походе. Это Пак-Каяк от компании Тритон. Значит, она у них продается под названием Покрафт 295. А в сплаве она как Пак-Каяк Кросс-Ривер. Сплав торгует этими каяками тоже. Значит, чем здесь главное отличие основное? Во-первых, это ткань другая. Не, во-первых, конечно, это форма. Почему Пак-Каяк скорее? Потому что он ближе к классической форме, классического каяка. Это и плюсы, и минусы. Как бы есть и плюсы, и минусы. Вот жопа расширена немножко. Ну, в принципе, так удобно, как выяснилось. Значит, что здесь? В чем разница? Во-первых, материал, с которым он изготовлен. В отличие от Коржаевского, который сделан из односторонней израильской ТПУ, этот изготовлен из двухсторонней, то есть ткань имеет покрытие ТПУ с обеих сторон, и с внутренней, и с наружной. Вроде с одной стороны, как бы, есть свои плюсы, есть свои минусы. То есть плюсы сразу перечислю. Это, во-первых, если здесь дырочка случайно протрется, внутренний слой не даст травить воздух. Во-вторых, материал более плотный, соответственно, можно докачать на большей жесткости. То есть лодка пожестче, она приятнее в управлении, вообще так маневреннее, как приятно в ней сидеть. Но есть такой достаточно минус определенного этого ТПУ двухстороннего. Он, к сожалению, значительно менее прочен на разрыв. То есть если пробьется дыра и дальше лодка поедет на допустим, сучке, то ткань очень легко расходится. Вот израильский ТПУ, который стоит односторонний на у Коржаева на его Покрафтах, он меньше склонен к разрыву. И, кстати, сами родоначальники Покрафт-строя, альпаковцы, они перешли на односторонний на своем сайте. Собственно, так и написали. Переходим на односторонний ТПУ в связи с тем, что он меньше, труднее рвется, то есть его труднее рвать. Так, значит, и вот, собственно говоря, подтверждение этому результату. Это тут была уже, то есть в одном из тренировочных походов у нас хозяин налетел на сучок, сюда воткнулся, по инерции поехал и в две стороны ушел в разрыв, Т-образный получился. Значит, еще один как бы недостаток этой лодки в том, что она односекционная, объем один, перегородок нет, в отличие от Иволги. Соответственно, когда лодка получила такой разрыв, она тут же сдулась моментально. Ладно, хорошо, это там на неглубоком месте произошло, не посередине реки, то есть спасать не пришлось. А так, в принципе, конечно, это вообще не дело. То есть Тритон стоит задуматься над тем, что всего-то две вот перегородки вклеить где-то, еще один клапан добавить. Так, что еще? Я как бы сейчас критикую. Есть, конечно, положительные стороны, но сперва давайте посмотрим. Мне не очень понравились клапана. Они из какого-то мягкого пластика, который начинает со временем как-то гулять, там, в общем, и резьба непонятно, не сразу завинчивается. Дальше здесь клапан один, и есть второй, это свисток такой для поддува. Вот он, по-моему, вообще нафиг не нужен, потому что крышечка опять же слабая, чуть его отвернешь, она начинает сифонить. Вот ее вообще надо заклеить, а лучше ее производитель вовсе не ставить. Потому что спокойно можно додуть ртом и сюда тоже. На плаву в этот свисток дуть тоже не получится. Это надо как-то изгибаться из подмышки поддувать. Не выйдет. Дальше что? В чем еще как бы такие отличия? Вот теперь посмотрим дно. Если у Коржаева дно заходило на баллоны, то здесь, конечно, заходит значительно меньше. То есть до середины нижней части баллона доходит, эта часть не защищена. Соответственно, вот, собственно говоря, вот иллюстрация. Наехала на сук. Если бы здесь было дно, наверное, бы не пробился, потому что дно у него достаточно плотное. Кросс-ривер. То есть тоже стоит задуматься. Фактически, что нужно производитель? Просто вот шириной полоску наклеить по периметру и все. Безопасность повысится. Добавить перегородку, убрать свисток, второй клапан поставить, уже будет лучше. Еще бы клапан поменять нормально. Что хорошего в этой лодке? Что мне понравилось? Понравилось настолько, что я решил себе такую приобрести. Как второй Покрафт. Во-первых, она за счет своей формы, она немножко быстрее идет.
Конечно, она стабилизатора кормового нет, крутится она под веслом сильнее, но можно приспособиться, развесовка правильная, можно найти удобную позицию. Значит, но вот лодка пожестче, побыстрее. Вообще как-то вот она мне приглянулась изначально, поэтому в общем, я себе ее приобрел. Какие еще плюсы? Мне очень понравились вот кондовые кольца пластиковые, которые вклеены. Во-первых, вклейка хорошая. Значит, здесь есть надувное сиденье, которое, собственно, системой строп через, значит, на дне 2 кольца через липучку крепится оно. Это типа кресла надувного. А здесь через трехщелевку закрепляется спинка. Но, значит, на мой взгляд, по крайней мере, я вот на нем поездил, мне кажется, что вот для таких диаметров бортов, вообще для такой посадки, посадка получается низкая. Поэтому я вот рекомендую сделать так и сидеть выше. То есть можно чуть-чуть подсдуть, просто повысить высоту посадки, тогда удобнее управление будет. Вот. То есть вот это мне тоже понравилось. То, что сиденье хорошенькое, кольца замечательные. Ну вообще вот красиво, ничего не скажешь. Совсем чуть-чуть производитель должен довести до ума несколько деталей. А если еще они перейдут на односторонний ТПУ, то это будет вообще сказка. Вот такой кросс-ривер, каяк. Надеемся проверить его в деле в каньоне Нияю на порогах. Посмотрим, как он себя поведет.